Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, насколько часто можно купать собаку. Этот вопрос звучит очень часто, и вся причина в том, что для многих людей собаки заменили кошек. Ведь чего греха таить? И йорики-мажорики, и чихуашки, да и многие другие представители мелких пород собак очень любят запрыгивать на кровать к своим хозяевам. Да и не только запрыгивать, а иногда и проспать там с самого вечера и до самого утра. Понятно, что в таких случаях владельцам хочется, чтобы собака не имела ни постороннего запаха и была максимально чистой при этом. Но собака — это же не кот, который целый день дома сидит, никуда не выходит, нигде не вымазывается и, более того, сам себя еще и целый день вылизывает. Собаку, даже самую маленькую, как правило, 2 раза в день выгуливают на улице. Понятно, что после прогулок долго оставаться чистой собака не может, и ее надо купать. Я уже не говорю о том, что многие владельцы собак моют лапы своему питомцу после каждой прогулки. Это уже норма. А вот как часто можно купать собаку? Казалось бы, в чем проблема? Бери да и купай собаку, раз такая ситуация. Но все вокруг говорят, что часто купать собаку вредно. Везде написано, что купать собаку можно 1 раз в 2 месяца. На крайний случай 1 раз в месяц. И что если собаку купать чаще, то у нее смывается жир, который в виде смазки покрывает кожу. Кожа при этом становится сухой, нарушается водный баланс, шерсть становится ломкой, и как результат появляется раздражение, перхоть и даже аллергия может возникнуть. Так вот, это не так. Это уже очень устаревшая информация, которая была написана тогда, когда основным моющим средством для собак было хозяйственное мыло. С тех пор ситуация кардинально изменилась. Собак уже не просто купают, а появилась целая индустрия по уходу за шерстью, которая называется грумингом. И сейчас имеется очень много всевозможных специальных шампуней для собак, состав которых тщательно подобран под каждый тип шерсти, и чуть ли не под каждую породу. При изготовлении шампуней для собак сейчас используются специальные жиры и масла, которые увлажняют кожу и поддерживают ее в хорошем и здоровом состоянии. Например, в состав современных шампуней для собак входят и норковое масло, и масло австралийского ореха, и гидролизат шелка. Да много чего входит в состав шампуней для собак. И сейчас они по своему составу и качеству нисколько не уступают шампуням для людей. Сейчас все шампуни для собак выпускаются без каких-либо агрессивных компонентов, которые бы раздражали слизистые оболочки. И попадание такого шампуня в глаза собаки абсолютно не вызывает никакого дискомфорта. Наряду с шампунями выпускается и масса всевозможных кондиционеров для шерсти, которые проявляют такое же действие, как и кондиционеры для людей. Они закрывают чешуйки волоса, после этого облегчается расчесывание, шерсть не сечется. Тем более, что многие кондиционеры облегчают высушивание шерсти. Для длинношерстных пород собак кондиционеры утяжеляют шерсть. Шерсть лучше лежит, не пушится. Кондиционеры обладают антистатическим эффектом. Я это все перечислил не для того, чтобы вас чем-то удивить или прорекламировать шампуни, а чтобы показать, насколько современная индустрия груминга шагнула вперед. Что все эти утверждения насчет купания собаки 1 раза в 2 месяца или даже раз в месяц — это уже очень устаревшие данные. Сочетание современных качественных шампуней и кондиционеров для собак позволяет щадяще относиться и к естественной смазке кожи, и к уровню pH кожи даже при частом купании. Более того, в состав современных шампуней для собак включены вещества, которые помогают очень быстро восстанавливать нарушенный липидный слой кожи. Совсем недавно я был в Нью-Йорке в клинике своего университетского товарища и разговаривал на эту тему с ветеринарными врачами и с посетителями клиники. Так как мне очень часто задают вопрос, как часто можно купать собаку, то мне было интересно узнать, а как у них подходит к решению данного вопроса. Так вот, большинство местных врачей склоняется к той точке зрения, что собак надо мыть тогда, когда в этом есть необходимость. Но не больше 1 раза в неделю, так как частое купание снижает эффективность спот-он препаратов от эктопаразитов. Если же собака обработана против эктопаразитов при помощи таблеток, то тогда купать собаку можно вообще без ограничений. Тогда, когда в этом есть необходимость. Хотя думаю, что владельцы собак согласятся со мной, что купать собаку даже раз в неделю — это тоже не так-то просто. Себе голову значительно легче помыть. Во-первых, собака не успевает так сильно загрязниться. А во-вторых, это занимает очень много времени, чтобы правильно выкупать и высушить собаку. Поэтому я лично и не знаю таких случаев, чтобы собаку кто-то купал чаще 1 раза в неделю. И если кто-то купает свою собаку чаще, то напишите об этом внизу видео. Более того, внизу видео поделитесь, как часто вы купаете свою собаку, чем и насколько вам нравятся те или иные средства.
Были ли у кого-то какие-то случаи аллергии при применении тех или иных средств? Думаю, многим зрителям канала эта информация будет интересна. Если же у кого-то внештатно возникла такая необходимость, что надо покупать собаку чаще, чем один раз в неделю, то не вижу для этого никаких проблем. Используя хорошие средства ухода за шерстью и правильно выполняя все процедуры, вы не причините собаке никакого вреда. Тем более, что необходимость в постоянном купании собаки чаще, чем раз в неделю, не так уже и часто возникает. Так вот, при разговоре с посетителями американской клиники я узнал, что большинство владельцев собак мелких пород купают своих питомцев не чаще одного раза в неделю. А владельцы крупных пород собак где-то раз в 1,5 месяца. Просто у них нет необходимости в более частом купании. Лапы все моют после каждой прогулки. Это святое. Причем кто как. Кто-то использует какие-то специальные средства для мытья лап, а кто-то просто моет их в обычной воде, а потом высушивает. Что еще интересно, так это то, что и владельцы мелких пород собак, и владельцы крупных пород для купания собак в очень многих случаях используют шампуни, которые содержат экстракты овса, отмел по-ихнему. А говорят, что такие шампуни лучше всего подходят их питомцам и не вызывают аллергии. Как правильно купать собак, я расскажу вам в одном из своих последующих видео. А что касается вопроса, насколько часто можно купать собак, то еще раз скажу, что используя качественные современные шампуни, кондиционеры и другие средства по уходу за шерстью, вы можете это делать тогда, когда в этом есть такая необходимость. Но, как показывает статистика, в большинстве случаев это делают не чаще одного раза в неделю. При этом помните, что современные шампуни, хотя и не причиняют собаке никакого вреда для кожи, но они снижают эффективность обработки капель от блох и действие акарицидного ошейника в том числе. Также помните еще один момент, что все эти рекомендации касаются здоровых собак. А если уже у вашей собаки уже есть какие-то нарушения кожи, какая-то сыпь, раздражение или аллергическая реакция, то в этом случае без консультации с ветврачом вам не обойтись. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!